Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео расскажу вам о том, как правильно подвязать огурцы, которые растут в нашей теплице и уже начали ложиться на землю. Нам понадобится обычная веревочка, которая имеет компонент специальный в своем составе, который защищает от ультрафиолета, который стремится разрушить эту веревочку. Ножичек, ну и в принципе больше ничего. Я использую камеру одну на жилете Xiaomi, вторая вот снимает меня, и будем снимать. Нужно отломать нижние листочки, которые появляются в первую очередь, для того, чтобы огурец лучше шел в рост. Теперь берем нашу бечевочку. Она может быть как синтетическая, так и натуральная. Натуральная материалы быстрее сгнивают и приходят в негодность. Затем на расстоянии 1 сантиметра возле корня делаем узелок. Примерно 3 узелка делаем, чтобы не развязалось. Сильно не затягиваем, оставляем свободную часть примерно 2-3 диаметра выросшего стебля. После этого, если сделаем туже, будет сильно оно придавливать сокодвижение. Если сделать слабее, то соскользнет. Желательно, чтобы почва была по суше, чтобы при натягивании веревочки не повредить корни, которые могут выдернуться, если они еще плохо укоренились. После этого отмеряем необходимое расстояние. У меня сверху натянуты 2 веревки, для того, чтобы на них можно было подвязывать кустики помидор. В каждом скате примерно 4 куста, которые мы веером распустим по всей ширине междурядий. Теперь берем веревочку, отмеряем расстояние до верхней веревки и отрезаем примерно запасом 20 сантиметров, чтобы сделать хороший узел. Здесь можно натянуть проволоку, в зависимости от того, у кого как что продумано. Делаем 2-3 оборота вокруг веревки центральной и делаем петелечку, чтобы потом в случае необходимости можно было подтянуть кустик, если она провиснет, или же перевязать в другую часть веревки, или заменить веревку, если вдруг веревочка повредится. Здесь сильно затягивать не стоит. Этого узла вполне хватает для того, чтобы огурец не падал. Теперь осталось взять кустик и по часовой стрелке, можно против, кому удобно, сделать примерно 2-3 витка вокруг стебля. До того момента, когда последние листики, первые листики, не будут закреплены. Теперь по мере роста он будет своими усами хвататься за эту веревочку, может за соседние веревочки хвататься, и в дальнейшем не будет так падать, больше света солнечного усваивать, и больше будет урожай, в отличие от тех огурцов, которые плетутся по земле. То же самое делаем с остальными кустиками, и в конечном итоге получится у нас своеобразная небольшая икебана, которую мы будем по мере роста накручивать по основной веревке. Эта веревочка имеет у меня длину примерно 2 метра, то есть ему для роста вполне хватит. Соседние листики я не прищипываю, некоторые садоводы-любители, огородники прищипывают парусы, которые будут идти в сторону. Я все оставляю, чтобы больше было урожая. Эту же процедуру делаем с остальными огурцами. Я немножечко покажу в ускоренном виде и посмотрите наглядно, как это делается.
Желательно, конечно, выполнять работу ближе к вечеру или рано утром, чтобы не было жарко. Но уже вечер, но еще у нас жарковато, поэтому будем работать в тепле. Вот таким образом выглядят подвязанные огурчики. Эту же процедуру мы сделаем со всеми остальными скатами, в которых они посажены. Я 2 кустика опускаю на одну веревочку, 2 кустика на другую, которая натянута на расстоянии полуметра. Это нужно для того, чтобы как можно больше пространства теплицы было заполнено листвой огурцов. В данный момент ничего у нас не болеют, но если вдруг появится тля какая-нибудь или паутинный клещ, необходимо будет обрабатывать кусты, чтобы они не посохли. Вот наши огурцы все подвязаны. Видно, что теперь и будет место для роста и плетения. После подвязывания огурцы необходимо полить для того, чтобы корни, которые слегка были нарушены, заполнились землей и не было воздушных прослоек. Я одновременно с поливом попробую их немножко удобрить. Для этого я использую перепревший, перегнивший куриный навоз, который простоял уже у меня неделю в бочке. И в пропорции 1 к 20 я выполню удобрение наших кустов. Для этого я беру лейку 10-литровую. И здесь у меня в ведре уже есть перепревший куриный навоз. На 10 литров я наливаю примерно пол-литра этой жижи. И после этого можно немножко сколыхать леечку, чтобы равномерно распределялось удобрение в воде. И будем поливать. Удобрять желательно по почве, которая была до этого предварительно полита водой, для того, чтобы не обжечь корни. Потому что вся работа будет на смарку. В холодную погоду желательно поливать и удобрять с утра, но если уже наступили теплые дни и температура воздуха не опускается ниже 20 градусов, то желательно вечером, потому что огурцы растут ночью, и дополнительная подливка на ночь теплой водой стимулирует их рост. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как я подвязываю огурцы в теплице. Это не панацея, можно использовать сетку или всевозможные другие приспособления, у кого какие есть. Ставьте лайки, пишите замечания, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем пока!